Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Вердикт. И прежде чем начать этот выпуск, я бы хотел прояснить ситуацию с блокировкой нашего магазина. Дело в том, что буквально несколько дней назад выяснилось, что предыдущий владелец страницы, на которой расположен наш магазин, нарушал правила ВКонтакте, и вследствие чего наша страница с магазином получила перманентный бан. После 3 дней разбирательств техподдержка дала нам понять, что никакой амнистии не будет и страница забанена навсегда. Поэтому нам пришлось создать новую страницу для магазина. Так что все, кто вступал в предыдущую группу, просьбу выйти из нее и подписаться на новую. Ссылка будет в описании. Также в избежании подобной ситуации впредь и для резерва мы создали полноценную витрину магазина на нашем сайте. Ссылка также будет в описании. Сама база товаров на сайте и ВКонтакте будет восстановлена в ближайшую неделю, так что простите за неудобства, а сейчас переходим к выпуску. Как вы, наверное, знаете, долгое время работал штатным оператором на канале «Хороший выбор», и, естественно, там у нас был полный комплект съемочного оборудования, включавший и камеру, и штатив, и монопод, освещение и прочее. Однако после закрытия офиса и когда я перебрался домой, я понял, что снимать мне в принципе не на что. У меня нет ни камеры, ни освещения, ни штатива, ни каких-либо других приспособлений для съемки. Для начала, естественно, пришлось решать вопрос с камерой. Приобрел я камеру от компании Panasonic модель HC-870. Это отличное решение за свои деньги, если вы вдруг хотите увидеть подробный обзор на эту камеру, то пишите об этом в комментариях. Проблему со светом я решил самым бюджетным способом из всего возможного. Да, это просто самодельные софтбоксы из картона, на которые в сумме ушло рублей 300-400, и это если не считать лампочки. Конечно же, если бы я заказывал даже самые дешевые китайские софтбоксы, то обошлись бы мне они значительно дороже. Оставалось решить проблему со штативом. Так как очень большие деньги ушли на камеру, то на штатив не оставалось практически ничего, и мне пришлось купить самый дешевый штатив, который я нашел. Это штатив R, модель ED5, который я брал с рук и обошелся он мне в 900 рублей. Новый он стоит порядка 1500. Однако, если для статичной фотосъемки он был пригоден, то для видеосъемки это оказалось просто бесполезной вещью. Конечно, ни на какую плавную голову я и не рассчитывал за эти деньги, однако даже при большом старании кручение головы происходило жуткими рывками, что можно заметить на первых видео после того, как я перебрался домой. Поэтому зачастую было даже проще снимать с руки, чем пытаться сделать проводку со штатива, благо в самой камере имеется хороший стабилизатор. Сейчас вы как раз видите кадры съемок со штативом и без штатива. Тогда я и подумал, почему бы не найти на Gearbest какой-нибудь штатив и какой-нибудь стабилизатор для съемки в движении, чтобы при этом устройства отвечали моим нуждам и были интересны для обзора. Поискав среди вариантов, я попросил Gearbest прислать мне два устройства. Первое устройство это штатив Zoomei или Zoomei, не знаю как произносится, Z688. А второе устройство это ручной стабилизатор или же Steadicam CS-S1. Так что давайте посмотрим, что они из себя представляют, и начнем со штатива. Для начала комплект. В комплекте со штативом идет инструкция, необходимый шестигранник для настройки штатива, резьбовое соединение, о котором я расскажу чуть позже, и, конечно же, сумка для переноски. Сам штатив, несмотря на то, что он полностью металлический, весит всего 1,8 кг. При этом раскладывается он из сложенного состояния аж на 163 см. При этом размер в сложенном состоянии составляет всего 43 см. По конструкции. Фиксация ножек осуществляется раскручивающимися элементами, то есть подобным способом. Сами ножки фиксируются в 3 положениях с помощью специальных фиксаторов. Для узкой стойки, для более широкой стойки и для максимально широкой стойки для съемки с низкого положения. Голова штатива также выдвигается для большей высоты и имеется удобная лямка для руки. Ножки у штатива резиновые для того, чтобы избежать скольжения на гладких поверхностях, но также предусмотрены штырьки для съемки на льду или на другой подобной поверхности. Для того, чтобы их использовать, достаточно до конца вкрутить резиновые ножки. В нижней части центральной секции, к которой крепится голова, находится удобный крючок, который позволит вам повесить груз, если вдруг штатив ввиду каких-либо внешних факторов стоит не очень устойчиво, либо же, например, вашу сумку от фотоаппарата. Более того, вы сможете открутить снизу этот крючок, снять заглушку и повернуть всю секцию с головой на 180 градусов. Тем самым вы дадите себе возможность максимально низкой съемки, и в некоторых случаях это очень удобная возможность. И тут мы переходим к одному важному нюансу этого штатива. Дело в том, что мы можем открутить ножку штатива, то есть ту, у которой имеется специальная резьба, и получить тем самым полноценный монопод. Для этого нам как раз понадобится то самое резьбовое соединение, которое идет в комплекте. Мы выкручиваем ножку, вкручиваем резьбовое соединение,
Далее сверху этого резьбового соединения накручиваем секцию с головой или же только саму голову и получаем монопод. То есть по сути этот штатив является неким трансформером, притом переделка его в монопод осуществляется очень удобно и не занимает много времени. Что касается головы, то это та самая причина, почему я и выбрал этот штатив. Дело в том, что поворот этой головы осуществляется предельно плавно ввиду использования специальной смазки. Также для любителей панорамной съемки имеется круговое кольцо с делениями, чтобы следить за градусом поворота. Естественно, на голове есть два фиксатора. Один из них отвечает как раз таки за это самое вращение головы, а второй за фиксацию основной платформы, на которую насаживается площадка с камерой. На этой платформе имеется уровень для того, чтобы можно было расположить камеру ровно, и двигается платформа также вокруг своей оси, то есть на 360 градусов. И плюс есть специальная выемка, которая позволяет расположить камеру перпендикулярно полу. Что касается площадки, на которую крепится камера, то она, как и сам штатив, металлическая и фиксируется очень крепко к основной платформе. Камера также очень плотно фиксируется на площадке за счет резиновых проставок. О выводах мы поговорим чуть позже, сперва обсудим второе устройство. А второе устройство — это стедикам, который позволяет в небольшом диапазоне бороться с тряской, поворотами руки и прочими факторами, которые мешают при съемке в движении. Само устройство состоит из каркаса, в верхней части которого располагается зона, в которой можно зафиксировать камеру. При этом закрепить камеру можно практически в любом месте верхней площадки, благо длина зоны это позволяет. А сама камера также плотно фиксируется за счет резиновых проставок. В верхней части каркаса в области ручки располагается уровень и также сама подвижная ручка. В нижней части к каркасу с помощью специальной платформы крепятся утяжелители. Их всего 3, они насаживаются друг на друга, и их также можно перемещать вверх-вниз, как и саму платформу, а также поворачивать под необходимым углом в случае с несимметричными камерами. Таким образом, пользователь получает хорошие возможности для того, чтобы полностью сбалансировать свою камеру. Думаю, сама конструкция не вызывает вопросов. Сверху мы устанавливаем камеру, настраиваем утяжеление так, чтобы уровень показывал ровное горизонтальное положение. Однако на практике не сразу становится понятно, как именно это сделать. То ли сдвинуть платформу с грузиками вниз, то ли добавить больше утяжеления, либо наоборот оставить лишь один грузик. На самом деле для каждой камеры необходимо как следует поэкспериментировать, чтобы подобрать оптимальные позиции всех элементов и уравновесить конструкцию. В идеале необходимо настроить конструкцию так, чтобы центр тяжести сходился в том месте, где ручка входит в паз самой конструкции. Сама же ручка крепится внутри паза с помощью шарового шарнира и имеет угол отклонения в 30 градусов в любую сторону. То есть диапазон в одной плоскости составляет 60 градусов. Теперь что касается плавности. Когда устройство только пришло ко мне и я проводил первые тесты, то безусловно ощущалось некоторое дрожание, а вызвано оно было трением в месте шарнирного соединения. При этом, естественно, стедикам полностью выполнял свою функцию, но меня это до конца не устраивало. Поэтому я купил специальную автомобильную смазку для ремонтных и в том числе монтажных работ, которую добавил внутрь паза, где размещен шарнир. И ситуация с трением улучшилась очень заметно. Сейчас вы видите съемку на камеру Panasonic HC-870 без стедикама и со стедикамом. У камеры очень хорошая встроенная стабилизация, поэтому разница будет не столь заметна. Именно поэтому дополнительно я снял несколько тейков на фотоаппарат Nikon D3100. Как вы видите, если у вас отсутствует хороший стабилизатор, то стедикам очень хорошо отрабатывает свои деньги. Теперь что касается выводов, и начнем со штатива, которым я остался полностью доволен. Штатив за свои деньги, а это порядка 3500 рублей, по сути не имеет конкурентов. Устройство подобного уровня от известных брендов будет стоить порядка 5, а то даже и 7000 рублей. Отличный функционал, возможность использования в качестве монопода, панорамная плавная съемка и многие другие фишки за приемлемые деньги делают устройство более чем универсальным. Да, кому-то привычнее осуществлять плавное движение головы специальной ручкой, однако в ее отсутствии есть и плюс, так как она занимает дополнительное место. Использование же фиксатора для плавного движения лично мне показалось даже удобнее. В общем, впечатления исключительно положительные, и я очень советую вам этот штатив. Это определенно хорошее решение. Однако ситуация со стедикамом уже не столь однозначна. Во-первых, он подойдет не для абсолютно всех камер. Грузиков всего 3, и если бы в комплекте шло бы еще 3-4 грузика разных размеров, то времени для отстройки требовалось бы в разы меньше. Что касается своей функции, то он несомненно ее выполняет, и с опытом вы сможете использовать его в полной мере.
Существует также еще одна версия подобного ручного стабилизатора, и я постараюсь ее также раздобыть для обзора и сравнить ее с этим стадикамом. И да, при настройке положения платформы с грузиками, а в частности при ее повороте, откручивайте ее и только потом поворачивайте. Лично я поворачивал платформу, не раскручивая фиксатор, и естественно из-за чрезмерной нагрузки резиновая проставка очень быстро износилась. Само устройство стоит, напомню, чуть более 1500 рублей и полностью оправдывает свои деньги. Что ж, на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всех этих устройств, а также подписывайтесь на новую страницу нашего магазина. И увидимся с вами в новых выпусках. С вами был канал IT Verdict. Пока. Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.